Представьте себе душу, вечную, сияющую частицу божественного света. Она подобна звезде, чей истинный дом в безграничных просторах космоса, но что-то удерживает ее, заставляя раз за разом погружаться в плотные слои материи, проживать жизнь за жизнью, словно актера, забывшего, что он играет роль. Что же это за сила, способная пленить саму вечность? Что за цепи могут удержать свет? Ответ прост и сложен одновременно. Контракты. Невидимые, но невероятно прочные соглашения, которые душа заключает на разных уровнях бытия. Подобно тому, как в этой жизни мы оказываемся связанными неосознанными обещаниями быть хорошей девочкой, никогда не доверять мужчинам, жертвовать собой ради других, существуют и более глубокие, древние контракты. Они держат душу в колесе перерождений, в бесконечном танце сансары. Эти глубинные контракты подобны корням древнего дерева, пронизывающим все слои реальности. Они питаются нашими страхами, нашей болью, нашим неверием в собственную божественную природу. И с каждым новым воплощением эти корни прорастают глубже, становятся прочнее. Мы видим их отражение в нашей повседневной жизни. Когда человек, несмотря на все усилия, снова и снова попадает в одни и те же ситуации. Когда, пытаясь изменить свою жизнь, он словно натыкается на невидимую стену. Когда все практики и техники дают лишь временное облегчение, но не приносят истинного освобождения. Почему? Потому что невозможно разорвать цепи, которых не видишь. Нельзя освободиться от контракта, не зная его содержания. Здесь и проявляется уникальная роль истинного телепатического считывания. Это не просто способность видеть или чувствовать. Это дар проникать сквозь все слои реальности, читать саму структуру души и ее соглашений с миром. Настоящий телепат подобен картографу, способному составить точную карту лабиринта подсознательных программ. Он видит не только внешние проявления, но и глубинные причины. Видит не только следствие, но и первоисточник проблемы. И здесь нельзя обмануться иллюзиями. Нельзя подменить истинное видение фантазиями или визуализациями, ведь речь идет о самом священном, о свободе души. Представьте скрипача, пытающегося настроить инструмент в шумном помещении. Как бы он ни старался, без абсолютного слуха он не сможет поймать верную ноту. Так же и здесь. Без дара истинного телепатического считывания невозможно найти и разорвать те древние контракты, что держат душу в плену материального мира. Это не вопрос техники или методики. Это вопрос дара, способности видеть невидимое, читать нечитаемое, проникать туда, куда закрыт путь обычному восприятию. Когда такой дар соединяется с глубокой регрессивной работой, происходит настоящее чудо освобождения. Душа начинает вспоминать свою истинную природу. Древние контракты растворяются в свете осознания. Цепи, державшие веками, рассыпаются в прах. Но это возможно только при одном условии, если работа ведется с тем, кто действительно обладает даром телепатического считывания. Никакие суррогаты, никакие имитации здесь не помогут. Нельзя сэкономить на собственной свободе. Нельзя обмануть законы духовного мира. Ведь речь идет не просто об улучшении жизни или решении конкретных проблем. Речь идет об освобождении души, от колеса перерождений, о возвращении ей истинной свободы. Это путешествие за пределы известного, за грань обыденного восприятия. Это путь к истинной свободе. Свободе не только от земных оков, но это освобождение от той самой матрицы перерождений. И пусть этот путь требует мужества, честности и готовности встретиться с истиной. Но разве не стоит настоящая свобода таких усилий? Разве не стоит пробуждение души любых инвестиций в ее освобождение? Ведь в конце этого пути не просто решение проблем или исцеление травм. В конце этого пути возвращение домой, к своей истинной божественной природе, и это стоит всего.
Духовное освобождение представляет собой сложный индивидуальный путь обретения целостности и внутренней гармонии. У каждого человека этот путь уникален и неповторим. Истинное духовное освобождение и расторжение подсознательных контрактов возможно только через подлинное телепатическое восприятие. К сожалению, многие современные регрессологи используют лишь визуализацию, ошибочно позиционируя себя как телепатов. В таком случае достижение настоящего освобождения становится невозможным. Важно понимать, что визуализация – это всего лишь создание образов и сцен в собственном сознании, основанные на личном опыте практикующего. Визуализатор невольно проецирует на клиента свое субъективное видение, оставаясь ограниченным рамками собственного восприятия. Такое навязывание личных сценариев клиенту является недопустимым, неэтичным и экологически небезопасным для психики. Регрессивная терапия – это глубокая и ответственная практика, требующая истинного профессионализма. К сожалению, сегодня мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда практикующие специалисты находятся в состоянии неосознанной или осознанной некомпетентности. Они принимают свои визуализаторские способности за телепатические и в силу недостаточного развития искренне верят, что помогают людям. На самом деле, такие сеансы являются ничем иным, как формой гипноза. Мой многолетний опыт преподавания и работы с регрессологами показывает серьезность этой проблемы. Например, в одной из моих учебных групп более 10 человек не смогли пройти базовое слепое тестирование на телепатическое считывание. Когда им было указано на отсутствие телепатических способностей и невозможность практики в качестве телепатов-регрессологов, они прервали обучение и, к сожалению, создали собственные группы, игнорируя профессиональные стандарты. Главную роль в группе регрессологов играет именно телепат. К сожалению, даже мои прежние напарники Елена и Тарас тоже создали свою практику, не имея соответствующей компетенции и работая с визуализаторами, выдающими себя за профессионалов и телепатов. В контексте духовного развития это создает серьезную проблему двойной ответственности. С одной стороны, каждый клиент несет кармическую ответственность за свой выбор специалиста. Ведь одна из важнейших задач души – научиться различать истину и ложь. С другой стороны, непрофессиональный регрессолог принимает на себя тяжелую кармическую ответственность за потенциальный вред, который он наносит душам, искренне ищущим помощи. Такой регрессолог выполняет темную миссию – увести души от истинного освобождения. Особенно остро эта проблема проявляется в вопросах реинкарнационных исследований. При определении прошлых воплощений необходимы строгие критерии верификации. Внешнее сходство может служить первичным признаком, но это лишь один из множества необходимых факторов. Принципиально важно понимать, одна душа не может одновременно воплощаться в нескольких людях. Любые утверждения о множественных одновременных воплощениях противоречат базовым законам реинкарнации. Необходимо четко понимать фундаментальное различие между визуализацией и телепатическим чтением. При телепатическом чтении наш мозг использует визуализацию как инструмент перевода информации из тонкого плана в понятные образы. Чистая же визуализация – это всего лишь создание образов на основе личного опыта и воображения визуализатора. Важно помнить, что регрессивная терапия – это не самостоятельная профессия, а мощный инструмент в руках квалифицированных специалистов, психиатров, психологов и профессиональных коучей. Этот метод подробно описан в научной литературе и требует серьезной подготовки. Обращаясь к практикующим регрессологам, хочу призвать вас к профессиональной ответственности. Пройдите серьезное обучение, подтвердите свои способности через слепое тестирование. Не присваивайте себе чужие наработки и исследования.
помните об огромной ответственности перед душами ваших клиентов. Дорогие друзья, спешу поделиться важной новостью. Наша школа профессиональной регрессологии открывает новый поток обучения. У нас осталось всего несколько свободных мест, так как мы работаем исключительно с небольшими группами, что позволяет обеспечить каждому студенту индивидуальное внимание и поддержку. Наша программа профессиональной подготовки регрессологов– это уникальное сочетание персонального и группового наставничества. Мы создаем особую атмосферу, где каждый студент может раскрыть свой потенциал и развить необходимые профессиональные навыки. В процессе обучения вы освоите не только теоретическую базу, но и получите глубокую практическую подготовку под руководством опытных наставников. Также приглашаю всех желающих пройти слепое тестирование на телепатическое чтение. Также мы рады представить нашу программу группового наставничества, специально разработанную для тех, кто стремится к личностному росту и саморазвитию. Эта программа поможет вам освоить важнейший инструмент– профессиональную визуализацию, развить способность слышать свой внутренний голос и усилить природную интуицию. Вы получите практические навыки психологической самопомощи, которые станут надежной опорой в достижении ваших целей. В обеих программах мы уделяем особое внимание практической работе и созданию безопасного пространства для развития. Каждый участник получает возможность развиваться в своем темпе, при этом чувствуя поддержку группы и профессиональных наставников. Важно понимать, что количество мест действительно ограничено. Это не маркетинговый ход, а необходимое условие для обеспечения высокого качества обучения. Каждому студенту мы гарантируем индивидуальное внимание и профессиональное сопровождение на всех этапах обучения. Если вы чувствуете внутренний призыв к развитию в этой сфере, если вас интересует глубинная работа с сознанием и помощь другим людям, наши программы созданы для вас. Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности о программах и забронировать свое место в группе. Инвестируйте в свое развитие осознанно, выбирайте профессиональное обучение под руководством опытных наставников. Ваш путь к мастерству начинается здесь.